Прогулки или бег? Что лучше при выборе физических нагрузок? Сегодня об этом мой ролик. С вами я, клинический психолог, кинезиолог Николай Соловьев. Что же принести в свою жизнь, если вы выбрали физическую активность? Бег или прогулки? Или большие, длинные аэробные нагрузки? Ровно так бы я бы это ассоциировал со словом прогулки. Почему я все-таки останавливаю свой выбор на нагрузке ходьбой, обыкновенной ходьбой? Я напомню вам слова одного знаменитого кардиолога, который сказал следующую вещь про своих пациентов. Все, кто хотел от меня медленно и спокойно уйти пешком, они ушли. Все, кто хотел от меня убежать через кроссы, бег и так далее, их всех вернули назад. И тому действительно есть серьезное подтверждение основания об этом задуматься, что это ровно так, особенно с годами. Особенно, когда у человека есть уже определенные цифры возраста. Давайте подумаем, что нам дает правильные нагрузки в виде ходьбы. Во-первых, это длинные аэробные нагрузки. То есть чаще всего мы это делаем на открытом воздухе, продолжительные по времени и, конечно, регулярные. Они позволяют нам сжигать те патогенные гормоны, которые мы накапливаем, гормоны стресса, в тех крупных мышечных образованиях нашего тела, спины, рук, ног, которые участвуют в паттерне движения. Мы можем при этом наслаждаться красотой вокруг нас и давать минимальную нагрузку на те суставы, которые во всем этом участвуют. А зачастую с годами у человека накапливаются лишние килограммы. И представьте, что если вдруг вы решили создать революцию для организма и примерно с полмешком сахара или 2 ведрами воды по весу начать бегать, нагружать свои суставы, то вы, первое, не сможете это сделать долго. А короткие нагрузки, они будут иметь прямо отрицательный результат. Еще бы на что я хотел обратить внимание, это на нарушения, которые очень у многих людей присутствуют в опорно-двигательной системе. Неправильные паттерны шага, тем более бега, сложных каких-то движений, которые вы заставляете свое тело исполнять. Если это еще поддержано неправильно выбранной обувью, экипировкой, да многое чем, то вы только усиливаете проблему. И казалось бы, благое дело, мы решили бегать. По сути, мы дали организму шоковые нагрузки, и хорошо, если возраст, ваша исходная физическая форма, но и многие еще какие показатели смогут эту революцию для организма спокойно пережить. Хорошо, если после этого вы не попадете на прием к кинезиологу и остеопату, и вам не придется восстанавливать те двигательные функции, либо бороться с болями, которые вдруг у вас появились после этих нагрузок. Поэтому мой выбор очевиден. Мое утро начинается на дорожке в спортзале с определенным углом наклона, с определенной скоростью, где я просто иду от 30 минут быстрым шагом, сжигая те гормоны стресса, которые я накопил, и зарабатывая, как говорил один из моих тренеров, на тот завтрак, который сначала надо еще заслужить. Поэтому задумайтесь о том, что я сказал, примените это соответственно в своей жизни, сделайте свой осознанный выбор, мне он тоже будет интересен. Пишите о нем в комментариях, подписывайтесь на мой канал, мы сможем с вами обмениваться мнениями. С вами был я, Николай Соловьев.